А если кто-то из вас думает, что для хорошего хачапури самое главное это печка и живой огонь, ребята, вы ошибаетесь. Живой огонь не главное. Отличный хачапури можно приготовить даже в духовке, даже в электрической духовке. А самое главное для хорошего хачапури – это сыр. Ну где же вы были, дорогие мои, когда я показывал вам, как сделать отличный домашний сыр? Сыр у меня получился мягкий, а для хачапури надо два вида сыра. Один мягкий, а один сулгуни. Вот мягкий, допустим, у меня уже есть. Отличный, проверенный, очень вкусный. Я собираюсь сегодня приготовить штук 6 хачапури. Как раз на всю съемочную группу. Каждому по вот эдакой ватрушке в виде растягая, в виде лодочки. На каждую хачапури пойдет 250-300 грамм сыра. Я думаю, что мягкого сыра уже вполне хватит. Посмотрите, какой он мягкий. Он мне прямо вилкой разминается. Можете размять вилкой, можете разломить сыр руками, можете помочь себе ножом. Самое главное, чтобы сыр у вас оказался мелко раскрошенный, потому что иначе как же он перемешается с сулугуни? А это должна быть смесь мягкого молодого рассольного сыра и именно сулгуни. Можно, честно говоря, взять и обычную брынзу, и обычную фету. Берите то, что есть. Берите то, что вам вкусно. А не сидите сложа руки, прочитая: у меня нет того, у меня нет другого, и поэтому я готовить ничего не буду, кроме доширака и колбасной нарезки. Нет, товарищи, это не наш путь. Наш путь домашних кулинаров – найти выход из положения. Вот сулгуни у меня покупной, из обычного супермаркета, и я, право дело, даже не знаю, а он соленый или нет. Одни люди солят, другие не солят. Одни производители сыра солят, а другие не солят. Не соленый. И этот не соленый. А, нет, чуточку есть. Самую малость. Во рту стало влажно, значит соленый. А вот этот тоже надо будет присолить. Ну так давайте сразу посолим и будем смешивать сыр с солью и сливками. Сливки помогут сделать из двух сыров что-то одно целое, одно общее. Ну а пока натираем на терочке. Ну и вот этот сыр покрошить тоже. Мягкий. Что за мягкий? Ну, пойдите в магазин, там продают адыгейский, там продают осетинский. И тот, и другой мягкий, и тот, и другой делают один и тот же производитель. Так что вы не ошибетесь. Покупайте хоть адыгейский, хоть осетинский. Какой будет, такой и берите. А если вам непременно нужна гербовая бумага, ну, тогда вам прямиком на рынок, да, и искать настоящий, якобы из Грузии. Там продают женщины грузинки этот сыр. Но делают они вот здесь, в России. Изготавливают наверняка из покупного молока. Ну, право дело. Не стоит думать, будто эти хорошие трудолюбивые женщины держат коров в съемных квартирах. А еще мне интересна покладистость этих женщин. Ну зачем они настолько добрые, зачем они настолько угождают покупателям, что делают свои сыры абсолютно не солеными? Не понимаю, покупатели все сплошь заботятся о своем здоровье, о том, что прожить не 100 лет, а 200. И поэтому они едят несоленую еду. Скажите, пожалуйста, ну зачем жить 200 лет и ни разу вкусно не покушать? Я этого не понимаю, честное слово. Если вы думаете, что я добавил сливки для того, чтобы сделать начинку более пластичной, нет. Я при помощи сливок сделал начинку чуточку жирнее и потому вкуснее. Скажите, пожалуйста, вы хоть раз слышали о каком-нибудь человеке, что вот, мол, он не ел жирного, не ел соленого,
не ел ничего, так сказать, вредного, и потому прожил 100 лет. Да нет таких людей. Долго живут те люди, которые живут радостно, с хорошим настроением, которые не думают о том, что и то вредно, и это вредно. А вот едят все в меру, не переедают, а едят хорошую вкусную еду с аппетитом и с хорошим настроением. Я тесто дрожжевое замесил с хорошим настроением. Значит, я взял 1 килограмм 200 грамм муки, я взял 400 миллилитров молока, я взял 300 граммов воды, я взял столовую ложку сахара, я взял почти что целую столовую ложку соли и полную столовую ложку дрожжей. Либо, смотрите, возьмите дрожжей, рассчитанных на 1 килограмм муки, и будет хорошо. Замесите тесто, дайте ему постоять. А теперь вот это 2 килограмма теста мне предстоит разделить на 6 хачапури. Получится 6 таких хороших, красивых лодочек. Каждый комок теста соберите вот такой шарик, и пусть стоит где-нибудь с краешку, не мешает. Шарообразная заготовка необходима для того, чтобы после работы скалкой у вас вышел ровненький круг. Существует мнение, будто бы дрожжевое тесто не терпит скалки. Ну, прежде всего, любые продукты не терпят бездумного к себе отношения. Скалкой вы будете расправлять тесто в круг или будете вы это делать руками, в любом случае дрожжевое тесто содержит в себе пузырьки углекислого газа, которые очень важно не выдавить из теста, чтобы они вот там на месте и остались. А еще дрожжевое тесто, оно ведь живое. В нем дрожжи продолжают работать, продолжают жить. Дрожжи любят тепло. Они и сами выделяют тепло в процессе своей жизнедеятельности. Поэтому, чтобы тесто не замерзло, чтобы дрожжи продолжили свою работу, да возьмите и укройте его несколькими кухонными полотенцами. Не беспокойтесь, с вами я, Сталик Ханкишиев. У вас все получится. Берем первую заготовочку и начинаем аккуратненько раскатывать. Не давите на тесто слишком сильно. Вы уже понимаете почему. Комок теста на стол, расправьте его руками до примерно такой формы круга. И скалочкой аккуратно. Если тесто упругое, если тесто как бы пружинит, стягивается обратно, ничего страшного, раскатали наполовину и дайте ему полежать. Займитесь пока другой заготовкой. А это вот раскатанное наполовину через 10 минут станет послушным и раскатается за милую душу. Полежавшее тесто становится очень пластичным. Посмотрите, как оно тянется. Вот просто руками раз и вытягивается ровно так, как надо. Но можно раскатать чуть пошире. Можно раскатать в круг, можно раскатать сразу в эллипс. Не забыли еще, что такое эллипс? Вспомните уроки геометрии, а? То-то и оно. Вот здесь, вот эти два края, смочить чуть-чуть пальцами. Раз, два. Для чего? Для того, чтобы образовались вот эти хвостики. Хвостики лепить сейчас будем. Идите сюда поближе, посмотрите как.
Бортики приблизили друг к другу, взяли и перенесли на лист бумаги для выпечки. Я прямо на этой бумаге потом и буду выпекать хачапури. Пусть пока лежит сложенный. У меня еще один кусок теста остался. Господи, вы бы знали, как теперь с ним приятно работать. А сначала оно было таким непослушным, складывалось обратно. И все то же самое, но повторение мать учения. Хотите посмотреть еще раз? Мне не жалко. Раз, и перенесли. Ну, а теперь начинка. Вот с начинкой тоже есть определенные секреты. Под бортики. Чтобы эти бортики были пухленькими, высокими, тоже необходимо подложить сыр. Только не очень много, вот по чуть-чуть берите и раскладывайте. Раскладывайте в эдакий жгутик. А теперь бортик накинуть на сыр. И практически прилепить тесто к будущему донышку хачапури. Кстати говоря, вот это донышко, растягивать его потоньше. Ведь оно, знаете, оно под слоем холодного сыра. Тепло это самое донышко будет получать только от пода печи. И очень важно, чтобы оно пропеклось хорошо. Не люблю непропеченное тесто. Теперь хачапури можно расправить и заполнить середину сыром. Точнее, смесью двух сыров. И вилочкой расправить начинку, чтобы она равномерно улеглась, чтобы не было здесь где-то бугры, здесь где-то ямы. Не надо, пусть получится красивый хачапури. Вы видите, да, что мы уже вышли на улицу. Торопимся, зовем скорее весну, зовем скорее лето. Но на самом деле воздух для теста еще прохладный. Нам уже более-менее комфортно. Сейчас температура воздуха градусов 12 примерно. Но для теста это прохладно. А необходимо, чтобы тесто еще раз подошло. Поэтому сейчас я занесу готовые хачапури домой. Мы подождем 15 минут. Выпьем по чашечке кофе или заварим себе чаю, кому что. А хачапури тем временем подойдут. Кроме того, у меня и печь слишком горячая. Ее топили, клали туда самые лучшие, самые сухие дрова. И теперь печь имеет температуру 300 градусов. У меня в печи термометр стоит, и я вижу, что температура в печи 300 градусов. Это много. Для выпечки хлеба, булочных изделий, извините за общепитовский канцеляризм, необходима температура в районе 225-250 градусов. Ну, я уже так давно работаю с публикой, что знаю, что у меня спросят. А как же нам, простым людям, узнать, что температура в печи как раз 225 градусов? У нас была помощница по хозяйству, девушка из Молдавии. И вот она меня научила, как проверять температуру в печи без термометра. Она сказала: дайте мне тетрадный лист. Я дал ей просто бумагу А4. Она говорит: нет, мне нужен именно тетрадный лист из школьной тетради. Нашли, слава богу, такой листочек. Она взяла его, скомкала в руке, зацепила на кочергу и внесла в разогретую печь. Бумага почернела и вспыхнула. И она сказала: печь еще слишком горячая. А вот второй листик бумаги спустя примерно полчаса не вспыхнул. Он приобрел коричневый цвет, он как бы скомкался, но тем не менее он не вспыхнул. И она сказала: вот теперь правильная температура для выпекания хлеба. А я знал, что эта температура правильная, потому что термометр на печке у меня уже показывал 225 градусов. Ровно то, что прописал доктор, а точнее Стали Ханкишиев, кулинар, который занимается исследованием, в том числе выпечки в дровяных печах. Почему у них получается так вкусно? А теперь послушайте, я расскажу вам еще один способ,
Как проверить без тетрадного листа? Ну, наверняка у вас не найдется тетрадный лист. Дети выросли, да и где у них теперь тетради? У них у всех в руках айпады, у них в руках эти смартфоны, да, и они все время там. Возьмите немного муки и насыпьте на пот печи. Ну, пот — это полы в печи, да, кирпичные полы в печи. И посмотрите, что произойдет с мукой. Если она задымится и почернеет, то печь еще слишком горячая. Если она останется белой, как была, печь недостаточно нагрета. А вот если она... Бывают яйца такого красноватого оттенка. Если мука стала вот такой красноватой и из печи приятно запахло выпечкой, это означает, что ваша печь разогрета ровно так, как надо. Пойду хачапури в дом занесу. Пусть подойдут немного. Для работы с этими печами нужна куча инструментов. Кочерга нужна длинная для того, чтобы там расправить весь этот уголек, раздвинуть по краям, подстеночки купола. А еще нужна щетка вот такая, типа швабры, для того, чтобы подмести печь. Я ее сначала смочу, чтобы не поднимать пыль. И вот теперь вперед. Все, идеально чисто. Можно выкладывать хачапури. Для того, чтобы уложить хачапури, понадобится еще и лопата для пиццы, которая, слава богу, у меня есть. Я вас очень прошу, ребята, вы не связывайтесь с постройкой вот таких печей. Пеките в обычных духовках, все получается неплохо. А вот это все баловство. Это для развлечения. Развлечение для настоящих больших мальчиков. Несмотря на то, что в печи у меня чистота, можно сказать, стерильная чистота. Все выгорело. Разумеется, стерильный. Там ни одного микроба нет. Клянусь вам, нет ни одного микроба. Тем не менее, я буду выпекать хачапури через бумажку. Через бумагу все отлично пропечется. А вот, чтобы бумага-то не сгорела, ее возьмем, да и отрежем лишнюю. Знаете, какая у меня была самая большая проблема, когда я в этой печи пек пиццу? Есть ролик на нашем канале. Введите в поиск «Сталик пицца» и посмотрите. Так вот, самая большая проблема была то, что пицца не хотела слазить с этой лопаты. Ну, там, понятное дело, надо манки насыпать, либо муку дурум, такая мука специальная бывает. Раньше ее в России называли крупчатка. Так вот, ни с крупчаткой, ни с манкой тесто для пиццы не хотело слазить с лопаты. А вот так с бумажкой оно соскользнет за милую душу. Идемте посмотрим. Следующее. С бумажечкой переносим на лопатку. Почему я раньше не догадался до этого способа? Ведь и пиццу надо было точно так же выпекать, сразу на бумаге. Облегчение в труде и красота. Наверняка многие знают, что для красивого теста неплохо бы его смазать яичным желтком, сливками. Мы когда репетировали вот этот номер, да, а мы все рецепты сначала репетируем, а потом снимаем. Вот так и смазали. Хачапури зарумянилось, а потом оказалось, что тесто внутри не пропеклось. Поэтому сегодня я буду смазывать яйцом со сливками. Но не сейчас. Смотрите внимательно. Все самое интересное только начинается. Ну-ка, следующая хачапури. Ух ты! Ты только погляди, как надулась первая. Вот что значит тесто хорошее, тесто правильное. 200 кило муки, 400 грамм молока, 300 грамм воды, немножко растительного масла, я вам забыл сказать. Растительного масла на это тесто у меня пошло грамм 70, может быть 80. Но это не важно. Ложка сахара, почти что полная ложка соли и хорошая ложка отличных дрожжей. Ну, поехали.
Вот теперь я могу закрыть дверцу печи полностью. У этой печи нет поддувала. У пицца-печенья бывает поддувало. И воздух в нее заходит только через открытую дверь. Через открытую дверь заходит, через эту трубу выходит, потом дым. Перекрыли, воздух поступать не будет, весь уголь потухнет, и никакого дымка, никакого вот этого дымка печного запаха, по сути дела, образоваться не должно. За исключением того, который образуется в результате нагрева муки, нагрева теста правильной температурой, очень мощной температурой. Когда мы выпекаем вот на таких, ну, можно сказать, жестяных подносах, да, этих противнях в духовке, как только мы положили на него тесто, он моментально остыл. Он имеет ту же самую температуру, что и тесто. А тесто продукт изрядно теплоемкий. Поэтому хорошо бы обзавестись керамическими противнями. Бывают вот такие камни для пиццы. Чем толще, тем лучше. Его поставил, прогрел как следует, выкладываешь пиццу, либо хачапури, либо что еще, на камень, и камень в духовку. И получается очень похоже на пиццу, которую испекли в настоящей дровяной печи. В настоящей дровяной печи, когда мы печем пиццу, температура 450 градусов, поэтому она печется за 1-2 минуты. А у нас хачапури. Это, можно сказать, обычный хлеб, в который положили сыр. Понимаете? И он должен печься, чтобы пропекся, чтобы зарумянился и пропекся одновременно при температуре 225 градусов. Слушайте, я с вами разговорился, а у меня же еще дел по горло. Мне же еще яйца нужны. Печи бывают разные. Бывают печи, которые протопишь, выметишь из них всю золу и ставишь туда что-то запекать на несколько часов. Это так называемая инерционная печь. И бывают печи, в которых открытое горение продолжается все то время, пока в них готовится еда. К этим печам можно отнести пицца-печь, в которой мы сегодня готовим хачапури. Но сейчас мы ее используем как инерционную, поскольку дверь закрыта, там внутри ничего не горит, и все печется вот по инерции. Печь накопила тепло, а она весит более 800 килограммов. Представляете себе, сколько здесь кирпича? Она с виду только небольшая. А на деле весит очень даже порядком. И вот на этом оставшемся тепле все и печется. И печется еще как замечательно. Вы только полюбуйтесь. Идите сюда поближе. Нам с вами предстоит сделать еще одну очень важную операцию. Чтобы хачапури стал настоящим хачапури, вот сюда в середину нужно одно яйцо вылить. Только не все яйцо. Белок не нужен. Белка в виде сыра здесь более чем достаточно. Нужен только желток. Для вкуса и для красоты. Я сливаю белок, используем его для чего-нибудь другого. Ну, 1, 2. А теперь нужна вилочка, при помощи которой я устраиваю небольшую ямку в центре хачапури. И в эту ямку я выливаю желток, потому что хачапури будет печься еще примерно 5-6 минут. А вот здесь у меня желток, смешанный со сливками. Сейчас я этим желтком, смешанным со сливками, смажу хачапури снаружи, и он получится, на удивление, красивым, на удивление румяным, равномерно румяным, а не так, как сейчас. Здесь румяный, здесь нет. Это что такое, а? Это что такое? Здесь румяный, здесь нет. Так не пойдет. Даешь румяный хачапури. Пока у нас есть время, я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Ну, начинка. Такая традиционная грузинская начинка. Это вот сыр и яйцо. В Турции готовят очень похожее изделие, которое называется пиде. Да? Есть пицца, а есть турецкая пиде. И турки туда что только не положат. Они положат туда и суджук, колбасу такую сушеную. Они туда положат какие-нибудь овощи красивые, перчик подложат.
Красиво получается. Вот расскажите мне, почему в Грузии так не делают? Или делают? Потому что я в Грузии был в последний раз очень давно, 56 лет назад, вместе с мамой и с папой. В Грузии мне очень понравилось, потому что мужчины там в 67 году все были сплошь пижоны из стиляги. Ходили в черных брюках, в белых рубашках и ездили на автомашинах «Волга». Все, честное слово, все подряд. А Советский Союз, да. Сколько минут необходимо яичному желтку для того, чтобы он спекся на сковородке? Вот жарите вы яичницу глазунью. Вот столько минут должны стоять хачапури на втором этапе в печи. Пожалуй, что можно и достать. Ну-ка, что у нас вышло? Вышла, ребята, красота. Красота, сила, молодость и красота. Но это еще не все. Это еще не все. Сливочное масло. Я не понимаю, почему сразу с самого начала не перемешать вот этот сыр со сливочным маслом, чтобы сыр катался в масле. Понимаете меня? Нет, вот говорят, надо вот теперь, когда хачапури готовы, тогда добавить сюда немножко сливочного масла, которое должно растаять от того, что сыр горячий. Ну и хорошо, мы так и поступим. Так и сделаем. Не будем нарушать традиции. В конце концов, мы культурные люди. В общем, весь вкус хачапури образуется прямо сейчас. Из-за вот этой вилки. Размять запеченный сыр, перемешать его со сливочным маслом и желтком. Это, ребята, будет дело. Вот это, ребята, будет очень вкусно. Пусть постоит. Пусть желток еще чуть-чуть лучше схватится. Пусть масло получше растает. Второй хачапури. Угловой. Вот это штрафной. Помните, был футбольный комментатор Кате Махарадзе? Какой хороший дядька был, а? А помните, чуть не сказал, малолитражные, короткометражные грузинские фильмы? Веселые, смешные. Грузины не боялись представлять друг друга чуточку в странном виде. Да? Все такие чудаки там были в этих фильмах. Добрые, милые чудаки. Я точно знаю, что все то хорошее, что было когда-то между нами, возродится не в результате каких-то политических событий, а в результате наших с вами нормальных человеческих взаимоотношений. Чтобы мы готовили хачапури, чтобы грузины готовили узбекский плов, чтобы мы все вместе готовили пельмени и блины. Приятного аппетита! Дорогие друзья, буквально 5 минут о моих книгах. Вот эта книга составлена по заявкам теле- и радиослушателей. То есть вы выбрали рецепты для этой книги. Все рецепты, которые собрали наибольшее количество лайков в Ютубе, которые собрали наибольшее количество подписчиков, которые собрали наибольшее количество просмотров, вошли в эту книгу. 75 моих лучших рецептов. Все самое лучшее, что
имеет, так сказать, кулинария Сталика Ханкишиева в одной книге. Каждый рецепт имеет QR-код. Вы можете прочитать. Все очень подробно написано. Фотографии каждого шага, как что делать. А потом еще и посмотреть на Ютубе и задать мне вопрос, если вам что-либо непонятно. Очень интересная книжка «Счастье кулинара». Она во многом автобиографическая. Здесь о еде моего детства, о том, что мы готовили с супругой, когда были молодыми, о том, что мы любим готовить сейчас. Это пончики и кремль, это то, что я любил очень в детстве. Это малосольный огурчик, это то, что я любил, когда мне было лет 30-40. Знаете, да, почему? А вот это, например, апельсиновый сок, но это все только для красоты. Потому что дальше идут какие-то бифштексы, какие-то очень интересные блюда. Например, такая вот каша рисовая, которую не грех подать на Пасху. Книга «Мангал». Сейчас начинается летний сезон, сезон шашлыков. Все, что необходимо знать про шашлык, написано в этой книге. Вы научитесь готовить шашлык лучше, чем повара во многих ресторанах. Книга «Казан, баран и Дастархан». Все о том, как готовить баранину. От ее разделки, от того, какую часть туши на какое блюдо отправить, как его пожарить, сварить, потушить, запечь, что угодно. Ох, моя самая первая книга «Казан Мангал» продается уже 17 лет. Продано более миллиона экземпляров. Люди очень любят эту книгу. Одна из моих самых новых книг – это «Кухня чеченского народа». Если кому-то уже поднадоела узбекская кухня, поднадоела азербайджанская, вот перед вами Кавказ. Вот еще кое-что вкусное, вот еще кое-что очень интересное, вот еще кое-что очень необычное. Великолепный подарок не только выходцам с Кавказа, но и русским людям. Очень интересно. Книга «Плов», книга «Казан». Эти две книги, пожалуй, что мои главные книги, главный труд. Я в них вложил труда неимоверно. Знаете, как они сделаны внутри? Таких книг я не видел, что кто-нибудь еще делал такие книги. Ну, фотографии, ладно. Фотографии я всегда делаю сам, всегда стараюсь сделать их роскошными. Но здесь написана эта книга так, что не приготовить по ней невозможно. Все, что вы будете готовить, будет получаться точно так же, как у меня, потому что каждый рецепт имеет необычную структуру. Во-первых, здесь указано, какая температура должна быть в казане, сколько минут должна продолжаться та или иная операция. Каждый шаг описан очень подробно, на каждый шаг фотографии, и на каждый шаг вот здесь внизу написано, почему необходимо поступать именно так, почему надо готовить именно так, а не иначе. Эта книга получила что-то вроде кулинарного Оскара. Первое место на конкурсе, на всемирном конкурсе кулинарных книг в Пекине. В соревновании принимало участие 1200 книг из 210 стран. И я вот с этой книгой получил первое место. Книга «Плов» не хуже. Здесь, если вы после этой книги не научитесь готовить плов, я сильно удивлюсь. Точно такая же структура. Что делать? Фотография, какая температура и подробное объяснение, почему надо готовить именно так. Все возможные пловы на все возможные вкусы. Но если вы покупаете книгу «Счастье кулинара» и книгу «Плов», книга о марокканской кухне, кухня, о которой вы практически ничего не знаете, но это очень вкусная кухня, которая готовится из тех же самых продуктов, что есть у нас, из тех же самых специй, что есть у нас, и готовится зачастую гораздо проще, чем наши любимые блюда в казане. Вы откроете для себя буквально новую страницу в кулинарии. Книга «Счастье кулинара», книга «Плов». За эти книги вы платите, а эту книгу я вам дарю. То же самое я сделаю для тех людей, кто купит книгу «Мангал» и книгу «Казан». Вместе две книги, пожалуйста, а книга «Таджин» и «Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, книгу «Казан» и книгу «Плов» вместе, разумеется, тому книжка «Таджин, Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить не одну книжку про чеченскую кухню, а сразу 3, одна бесплатно. Заходите на мой сайт stalik.ru. Теперь это эксклюзивный продавец моих книг, потому что только здесь книги
упаковывают так, как положено, и они дойдут до вас в целости и сохранности. Во-первых, вот такая картонная коробка для каждой книги. Это обязательно. Во-вторых, пузырчатая пленка. Вот там. И только потом уже пакетик, СДЭК, почта. Выбирай. Все доходит очень надежно. Добро пожаловать в магазин stalik.ru.